Знаете, мужики, вот это вот чувство, когда ты, короче, работа, дом, квартира, вот это вот 4 стены на тебя давят, и есть вот такое желание все бросить и поехать, как вот эти вот блогеры, блядь, на поездах по Индии, автостопом, какие-то ночевки в палатке и так далее. Но вот у меня такое тоже бывает, и я с этим не борюсь, а принимаю это. Сигма, сигма бой, сигма бой, сигма бой. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Сигма, сигма бой, сигма бой, сигма бой. Я такая вся, что добиваться будешь год. Сигма, сигма бой, сигма бой, сигма бой. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Сигма, сигма бой, сигма бой, сигма бой. И я такая вся, что добиваться будешь год. Сигма, сигма бой, сигма бой, сигма бой. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Сигма, сигма бой, сигма бой, сигма бой. Я такая вся, что добиваться будешь. Вот, я так понимаю, что здесь был стратегический перевал, потому что мы находимся на высоте, и впереди видно далеко-далеко все и везде. И вот стоят пушки. Вот сам музей. Выглядит классно. Отсюда видим тоже весь город. Ну а мы пойдем дальше. Я в этом городе планирую попробовать переночевать с палаткой. Вот, есть у меня местечко, где это можно сделать. Ну, на примете. Но это надо смотреть, потому что все зависит от того, насколько оно тихое, насколько можно развести там огонь, костер. Если все это можно, то в принципе все остальное для зимней ночевки у меня с собой. Вот я и хочу пройти сейчас цивилизованную часть и дальше посмотреть менее цивильную, такую более лесистую. Там должны быть полянки, места для пикников. Я думаю, что там спокойно я смогу поставить палатку, это не будет никого мешать, не будет запрещено, можно будет развести огонь. И в целом вдоль всего парка вот такие вот скалы, и в них пещеры. Туда, куда я иду, вроде там тоже должна быть пещера. Вот. Не знаю, было прикольно, наверное, палатку поставить прямо в пещере. Но с другой стороны стрёмно. Вдруг там какие-то летучие мыши, еще какая-нибудь живность. Какая-то большая белая птица. Вот я дошел до озера. Красота. Ну вот теперь надо где-то здесь поискать местечко. Может быть, где-то здесь я и смогу. О, выглядит прикольно. Хватит тут местечко. Ну тут, похоже, туалет. А так, вот в такой бы, да? Тут есть еще одна. Поменьше, да? Не такая глубокая. Тут какие-то деревяшки. Сейчас, может, с них посмотреть что-нибудь. Тут вид вообще бомбический. Вот куда-то идет лестница. Куда она идет? Ну, короче, это местечко я запомню. Тут еще какая-то вон выемка. Ух ты! Это мы посмотрим. Ну, как будто даже еще и лучше. Если постелить, да, листья. У меня есть лопата. Можно нормально сделать подушечку. Сверху все остальное. Короче, да, если что, я сейчас вот тут попробую. У меня, блин, куча обвесов для палатки. Будет мягко, это стопудово. Вот, можно натаскать каких-то веток листвы, чтобы, ну, там сделать помягче, да, и сверху нормально постелить, сделать супер укромное местечко
стопудово тут никого не будет. Я смогу тут и костер пожечь. Короче, думаю, нормальная тема. Тут, короче, пещера еще сильней, так что тут надо уже включать свет. Ё-моё. Ну, это как будто уже сильно далеко. Спать я тут точно не хочу. Блин, ну кто-то наверх идет. Типа смотреть. Все, тут, короче, финиш. Ладно. Сейчас аккуратно. Место прекрасное. Вот так вот идет дорога. С дорожки аккуратненько, оп, ныряем. Тут, пожалуйста, сейчас я тент еще серенький накину. Ведь будет не видно, не слышно. Костерчик можно будет в уголочке сегодня развести. Короче, песня. Короче, как я буду оборудовать свое спальное место? Начнем с чего? У меня есть термоодеяло. Его мы постелим. Во-первых, палатку. Да. Раз тент. Два тент. Вот. Первым делом, я думаю, хочу постелить вот этот вот тент. Вот, первый слой. Вторым слоем пойдут коврики. Причем коврики в 2 слоя. Этот второй я сейчас потом позже сделаю. Еще из приколов у меня есть лопата складная. Можно и копать, и пилить, и кого-нибудь уебашить, если будет тут бегать. Вот такой девайс. Ну вот, я сейчас думаю, что я сейчас себе сделаю тут, немножко засыплю края палатки. Сейчас займусь лопатой. Короче, лопата пригодится. Ну, короче, вот так выглядит мой быт. Такая вот лампочка. Чтобы, короче, в палатке было тепло, надо максимально ее забить всем, что есть. Поэтому я сюда кладу и обувь, и рюкзак, и все вообще выложил. Чем будет меньше места, тем быстрее это все дело согреется. Вот, сейчас мне на самом деле в куртке жарко, поэтому куртку я уже снял. Вот, посмотрим, как оно дальше сейчас пойдет. Нагреваться там, не нагреваться будет. Вот, сейчас планирую здесь поужинать. У меня взят с собой из дома. У меня есть газовый баллон. Вот. В
палатке, конечно, не рекомендуется, но ради того, чтобы согреть, вот, можно разочек, вот, и разжечь, конечно, чтобы просто и согреться, и чай попить. Вот, а так я планирую, вот у меня спальный мешок, вот самонадувающий, этот матрас надувающийся, еще у меня вкладыш есть в этот, в мешок, вот, подушка. Ну, в общем, короче, я думаю, что будет нормально. Ну, вот как-то так выглядит. Вот и утро. Проснулся я в своей палатке. Вот, на самом деле, ну, просто выходил темно, хотел там записать, показать, как я себя обустрою ночлег, что по температуре. Вот, решил, что сделаю это по дороге, потому что смысла в темноте особого нету. Вот, а я решил выйти затемно, чтобы побыстрее добраться в город и на электричку. Короче, температура ночью была в районе, ну, как бы от 2 до -1. Вот, и я как бы с вечера, получается, обустроил свою палатку. Короче, первое, что сделал, да, это, ну, понятно, двухслойная палатка. На пол постелил термоодеяло с серебряной стороной. Оно возвращает тепло. Вот, сверху на него положил 2 пенки. Вот, сверху 2 пенок надувающийся коврик. Потом спальник. В спальник флисовый вкладыш. Вот, и, собственно, я в термобелье, в носках. Вот, всю ночь, когда немножко включаешь горелку, да, чтобы сделать чай, сразу же становится уж там аж до 20 градусов доходило. У меня термометр был с собой. Вот, почти до 20 доходило. А после уже в процессе ночи уже доходило примерно там до 10. Вот, в целом было комфортно, местами даже было пару раз жарко. Вот, единственное, что скапливался очень сильный конденсат. То есть я палатку сейчас складывал, она была насквозь вся мокрая. И первый слой, второй. Вот. Но все равно ночь в целом прошла комфортно. У меня даже там часы, как бы, да, ну, были на руке. 6 часов сна, 3 раза просыпался и около 1,5 часа глубокого сна, что в целом вообще неплохо для таких как бы условий. Ну все, теперь утро. Сейчас надо добраться до города, потому что я в 2 часах ходьбы примерно от вокзала. Ну вот сейчас дойду до города, попью кофе, позавтракаю, почищу зубы, потому что тоже мне воды не хватило. Я решил не заморачиваться там со снегом, с ручьями. Все это было. Вот, но я подумал, быстрее дойду до парка. Тут фонтанчики. Сейчас я тут и воды пополню, и умоюсь, и сделаю все дела. Вот, позавтракаю, прыгаю на электричку и лечу дальше в следующий город, Великотырново. Вот там я планирую уже провести ночи в хостеле. Вот, общая койка. Тоже аутентично, по олдскулу. Вот, поэтому до новых приключений.